Американская оборонка атакована, взрыв на крупнейшем заводе. Событие обрастает интересными деталями. Досмотрите. Армия приведена в повышенную боевую готовность. По приказу диктатора войска выдвинулись на позиции. Что происходит и почему так внезапно? День открытых дверей в дурдоме. В данном случае это не про российскую политику. Как пациенты оказались на свободе и кто их выпустил. В Кремле обновились запреты. Теперь это касается еды. Что запрещено есть россиянам и почему? Все детали расскажем. Об этих и других самых главных событиях вечера субботы, 11 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Гром среди ясного неба. Трамп обиделся и спровоцировал глобальный кризис. Только и всего. Рынки лихорадят после нового витка торговой войны. Дональд Трамп объявил, что с 1 ноября США вводят 100% пошлины на китайские товары сверх уже действующих тарифов. Только что стало известно, что Китай занял чрезвычайно агрессивную позицию в торговле, разослав крайне враждебное письмо миру, в котором говорится, что они введут масштабные экспортные ограничения практически на все производимые ими товары, а также на некоторые, которые даже не производятся в Китае. Это затронет все страны без исключения и, по-видимому, является планом, разработанным ими еще много лет назад. Подобное абсолютно беспрецедентно в международной торговле и является моральным позором в отношениях между странами, говорит президент США. Они ударили мир чем-то, чего никто не ожидал. Добавляет Трамп, что Китай придумал всю эту новую концепцию импорта-экспорта, о которой никто ничего не знал. Американский лидер подчеркивает, что не отменяет встречу с Си Цзиньпином, запланированную на саммите АТЭС, Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в конце октября, но не уверен, состоится ли она. Я все равно буду там, поэтому предполагаю, что встреча может состояться. Но после того, что они сделали, это уже другой разговор. Это заявление вызвало мгновенную реакцию. Криптовалюты и фондовые индексы рухнули. По данным Bloomberg, из крипторынка за сутки вывели около 250 миллиардов долларов, а биткоин упал ниже 110 тысяч долларов впервые за последние 2 месяца. Американские фондовые индексы тоже обвалились. Рынок потерял более 1,5 триллиона долларов капитализации, и это крупнейшее падение с апреля. Эксперты называют происходящее началом торговой войны 2.0, но многие объясняют просто обидой Трампа на то, что Нобелевская премия мира досталась не ему, а политику из Венесуэлы Марии Мачадо. Правда, тут он сам вышел из ситуации. Она позвонила и сказала: я принимаю это в вашу честь, потому что вы действительно заслужили. Очень хороший поступок. Я рад, потому что спас миллионы жизней. На фоне паники инвесторы массово уходят в золото и облигации. Аналитики отмечают, что заявление Трампа стало идеальным штормом для перегретого рынка, особенно после нескольких месяцев роста криптовалют и акций техногигантов. Ну а сама Нобелевская лауреатка косвенно, но поблагодарила американского президента, хотя остается догадываться, то, что сказал Трамп, это его интерпретация или личный разговор таки был. Это признание всей стране, целому обществу, нации, которая уже более 26 лет борется за свободу и достоинство против жестокой тирании, и мы продвигаемся вперед. И я должна сказать, при огромной поддержке президента Трампа и правительства США, я верю, что мы очень близки к переходу к свободе и порядку, к упорядоченному переходу Венесуэлы к демократии. Катастрофа на Пушечном холме. На заводе по производству взрывчатки прогремел мощный взрыв. Есть погибшие, десятки пропавших и раненых. Утром на предприятии Accurate Energetic Systems в округе Лебелвилл, примерно в 80 километрах к западу от Нэшвилла, прогремел сильный взрыв с последующей детонацией. По последним данным, погибли как минимум 2 человека. Несколько получили ранения, по меньшей мере 19 числятся пропавшими без вести. На месте обугленные руины и разрушенные автомобили. Жители соседних населенных пунктов сообщают о сильных толчках и разрушениях в домах. Вы уже видели здание? Можете его описать?
Описать здание, его не осталось, там нечего описывать, оно исчезло. Еще раз повторю, это самая разрушительная сцена, которую я видел за всю свою карьеру. AES – старый подрядчик оборонной и аэрокосмической отраслей, выпускавший широкий спектр взрывчатых и энергетических материалов, в том числе продукцию для Минобороны и Министерства внутренней безопасности США. Завод состоял из нескольких производственных корпусов и лабораторий контроля качества и был ключевым работодателем всего региона. Причины взрыва пока не установлены, ведется расследование, задействованы федеральные и местные органы. Эксперты отмечают высокий риск вторичных детонаций и угрозу для окружающей среды, поэтому район остается перекрытым. В Беларуси стартовала внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил. По поручению Лукашенко подразделения армии приведены в высшие степени боевой готовности и начали выдвижение в назначенные районы, докладывают в Минобороны. Что это за назначенные районы и почему именно сейчас, никто не уточняет. Военные выполняют комплекс мероприятий по переводу войск в боевой режим, от мобилизации техники и личного состава до развертывания полевых командных пунктов. Мы изучили региональные медиа и не смогли установить, куда именно выдвигаются войска. По неподтвержденной информации, местом назначения могут стать южные и западные границы республики. Если вы обладаете какой-либо информацией, присылайте ее нам или пишите в комментариях под видео. Проверку проводит Госсекретариат Совета Безопасности, который координирует действия всех задействованных структур. Власти уточняют, что цель – оценить способность армии выполнять задачи по защите государства в условиях быстро меняющейся обстановки. Это была цитата. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Пхеньян снова демонстрирует силу и делает это под яркие огни военного парада. В столице КНДР прошли масштабные торжества по случаю 80-летия Трудовой партии Кореи, где лидер страны Ким Чен Ын заявил о новой эре славы. Показал миру оружие, которое Пхеньян называет самым мощным в своей истории. В центре внимания оказалась межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-20», главный экспонат северокорейского арсенала, способный, по оценкам экспертов, поражать цели на территории США. На трибунах не только военные, но и гости из Китая и России. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, во время встречи с Ким Чен Ыном стороны обсудили укрепление политического сотрудничества и непоколебимую дружбу стран. Я очень рад, что в такой значимый день, когда мы отмечаем 80-летие основания Трудовой партии Кореи, мы встречаем наших российских друзей. Ваш визит в нашу страну имеет особое значение. Тот факт, что российские товарищи приехали в нашу страну, в Пхеньян, и сейчас празднуют с нами один из наших важных дней, это мощная поддержка и помощь нашему народу и нашей партии. А Медведев решил вспомнить обо всем, пока трезв, и поблагодарил за пушечное мясо корейского диктатора. Говорит, надеемся и дальше получать подобные подарочки от Пхеньяна. И, конечно, для нас исключительно важной является позиция корейской трудовой партии и КНДР по поводу специальной военной операции, о чем мы только что сказали. В нашей памяти навсегда останется героизм воинов, которые защищали нашу землю, пришли нам на помощь. Это на долгие годы практически скрепило наши народы и вошло в сокровищницу наших отношений. Теперь наши отношения основаны на крепкой юридической основе, на договоре союзническом. День открытых дверей в психушке. В Краснодарском крае во время укрепления фундамента рухнула стена психоневрологического интерната. Под завалами оказалась 62-летняя женщина, ее госпитализировали. Остальных 76 постояльцев эвакуировали. По предварительным данным, работы проводились без должного укрепления перекрытий. Ну а местные медиа пишут, что строители пытались подлить бетон под несущую стену, когда та не выдержала нагрузки. Инцидент вызвал бурную реакцию в соцсетях. Пользователи пишут, что в России укреплять нужны не только стены, но и здравый смысл. На 2026 год правительство сократило расходы на здравоохранение на 2,2 миллиарда рублей, но при этом увеличило финансирование госпропаганды на более чем 9 миллиардов. Следственный комитет начал проверку.
Диктатура и репрессии в чистом виде. В Бурятии официально запретили есть сурков, тарбаганов, они так называются, из-за угрозы распространения бубонной чумы. Поводом стал рост числа случаев заболевания в соседней Монголии, где в сентябре зарегистрировали 13 заражений, одно из которых окончилось смертью. Сурки или монгольские тарбаганы являются природными носителями бактерий, вызывающей чуму. Существует риск переноса инфекции на территорию России из-за естественной миграции животных. Заболевание является эндемичным для региона, а заражение людей чаще всего происходит при разделе тушек и употреблении мяса сурков. Жителям Бурятии запрещено употреблять это мясо и внутренности сурков, а также прикасаться к больным или погибшим животным. Власти рекомендуют не разбивать лагеря вблизи нор грызунов, избегать контакта с дикой фауной и носить закрытую обувь. Бубонная чума передается человеку через укусы зараженных блох или контакт с инфицированными животными. При своевременном лечении вероятность летального исхода значительно снижается, но при условии отсутствия терапии смертность может достигать от 30 до 60%. В Монголии на территории приграничного аймака Хубсугул введен карантин. В населенных пунктах, где зарегистрированы случаи заболевания, проводится изоляция контактировавших лиц. Природные очаги чумы выявлены в 130 населенных пунктах 17 аймаков страны. По данным монгольских властей, с 2014 по 2024 год чумой заразились 20 человек, 9 из них умерли. Охота на сурков в Монголии запрещена с 2005 года. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.